Глава 1661. Труп и истинная кровь. Таким образом, Хань Ли вернулся в облачный город и прошел через городские ворота. Между тем, в бесчисленных километрах от него, во влажном болоте в золотых горных дьявольских хребтах, на зеленом камне со скрещенными ногами сидел человек в черной мантии с темным отвратительным лицом. У человека были закрыты глаза, и пока он медленно вдыхал и выдыхал, черная дьявольская ци в окружающей его области кружилась вокруг него, как будто обладала собственным разумом. Этот человек явно практиковал какое-то мистическое искусство культивации и, казалось, был полностью поглощен своей культивацией. Через некоторое время он глубоко вздохнул и открыл рот, чтобы поглотить всю дьявольскую ци в окрестностях, затем открыл глаза с довольным выражением лица. Однако выражение его лица сразу же напряглось, когда он огляделся. Примерно в 10 футах от него стояла женщина в длинном белом платье. Она была босая, а ее черные волосы мягко колыхались на ветру, и она оценила его с улыбкой на лице. Женщина не была идеальной красавицей. Ее рот был немного слишком велик, чтобы соответствовать образу классической красавицы, но ее глаза были яркими, как звезды, и ее нос казался высеченным из тончайшего белого нефрита, а ее кожа была такой же светлой, как снег. Эти пленительные черты делали ее намного привлекательнее, чем подавляющее большинство красавиц под небом. Увидев женщину, мужчина поспешно скатился со своих камней и поклонился, приветствуя священный предок. Хэйе выражает свое почтение священному предку. Этот человек был никем иным, как крокодилом черной бездны, который не так давно только что достиг ранга святого. До этого он догнал старика с фамилией Ян и убил его, но бессмертную Зойсию найти не удалось. Таким образом, он вернулся в то место, где согласился встретиться с Цюй Чу, но позже ему сообщили, что гигантская жаба была убита Хань Ли. Он был полностью ошеломлен этой новостью, но у него не было другого выбора, кроме как уйти в уныние. После этого он прибыл в это место, чтобы культивировать и укреплять свой уровень культивации, которая после его прорыва все еще была довольно нестабильной. Однако он никогда бы не подумал, что женщина, которая, как он думал, все еще спит, вдруг решит разыскать его. Обладая своими непостижимыми способностями, она сможет убить его, даже не поднимая пальца. Имея это в виду, дьявольский крокодил полностью окаменел, и он не знал, будет ли этот визит для него катастрофой или удачей. Можешь встать. Ты действительно достиг ранга святого. Совсем неплохо. Похоже, сестра Мин Ло не зря кормила тебя всеми этими духовными таблетками. Было всего лишь вопросом времени, когда ты достигнешь этого ранга, ведь ты обладаешь чрезвычайно неординарными способностями. Похоже, тебе также удалось активировать родословную злого дракона в своем теле, усмехнулась женщина. Выражение лица человека резко изменилось, когда он услышал это, и на его лице появилась кривая улыбка, и он сказал: «Вы знаете и об этом, священный предок». «Конечно, знаю. Иначе Мин Ло не стала бы кормить тебя таким количеством духовных таблеток, даже если бы ты был ее любимым конем. Среди всех истинных духовных родословных линий злого дракона обладает самой мощной дьявольской силой. Зрелый и полностью пробужденный злой дракон мог даже поглотить небесных дьявольских монархов и сравним с небесными дьявольскими повелителями. Ты унаследовал только родословную злого дракона, но я предполагаю, что твои силы не уступают существам среднего ранга святого. Даже если бы 3 моих подчиненных сразятся с тобой в поединке, они не смогут тебя победить, многозначительно сказала женщина. Вы слишком добры, священный предок. Я не могу сравниться с подобными господину Дасисту Сюэби и господину Теймо, ответил мужчина чрезвычайно скромно, что резко контрастировало с его обычным грубым голосом и высокомерной манере. Сестра Мин Ло исчезла во время войны в Священном Царстве, и до ее исчезновения мы были так же близки, как сестры. Раз ты успешно совершил прорыв, можешь пока присоединиться ко мне. Я готовлюсь к поездке, и тебе следует подготовиться. Женщина сменила тему и сразу перешла к делу. Ты собираешься покинуть золотые горные дьявольские хребты? Мужчина был очень ошеломлен, услышав это. Верно. Судя по твоей реакции, ты не хочешь сопровождать меня. Услышав это, мужчина сразу же залился холодным потом и поспешно объяснил: «Конечно, нет.
Возможность служить вам — это огромная удача для меня, священный предок». Женщине показалось, что испуганное выражение лица мужчины показалось довольно забавным, и она улыбнулась, сказав: «В таком случае хватит лишних слов, просто пойдем со мной». «Ха-ха, я всегда жил один, так что мне все равно ни к чему готовиться», — натянуто усмехнулся мужчина. Услышав это, женщина засмеялась и провела рукавом по воздуху, послав вспышку розового света, разлившуюся во всех направлениях. Своеобразный аромат мгновенно разнесся по воздуху, и розовый свет окутал тело и мужчины, и женщины. После того, как розовый духовный свет исчез, они оба уже исчезли. Женщина снова высвободила свою странную способность отодвинуть себя и мужчину прямо от этого места. Вернувшись в горы облачного города, Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию и проверил все свои ограничения. Убедившись, что никто не проник в его пещерное жилище во время его отсутствия, он рухнул на кровать и погрузился в глубокий сон. Несмотря на то, что его путешествие к горным хребтам было не очень долгим, оно было довольно опасным. Он не только потратил много магической силы, но еще и был очень истощен, поэтому ему очень требовался отдых и восстановление сил. Таким образом, он проспал 2 дня и 2 ночи. Когда он снова проснулся, он был полностью заряжен энергией и бодр, и сразу же встал, направившись в свою секретную комнату. Он получил много наград за свою недавно завершившуюся поездку, и ему пришлось перебрать все добытые сокровища. Несколько мгновений спустя Хань Ли прибыл в секретную комнату размером в несколько сотен футов и провел рукавом по воздуху к каменной двери. Мало того, что дверь закрылась по его велению, слой лазурного света исходил из каменных стен вокруг него, заключая всю секретную комнату в лазурный барьер. После всего этого Хань Ли сел на футон в центре зала, скрестив ноги, а затем погладил себя по подбородку, глубоко задумавшись. Спустя несколько мгновений он щелкнул запястьем, и из его рукава вырвалась полоса черного света, прежде чем она зависла в воздухе прямо перед ним. Это был не что иное, как его браслет для хранения. Хань Ли ткнул пальцем в браслет, и во вспышке черного света из него появился какой-то объект. Объект упал на землю с чрезвычайно сильным ударом, и оказалось, что это мумифицированный труп дьявольской обезьяны ранга святого. В его дантяне была большая дыра, но из большой колотой раны не текла кровь, что создавало довольно своеобразное зрелище. Хань Ли посмотрел на высохший труп, длина которого составляла несколько десятков футов, и на его лице появилось довольное выражение. Он уже извлек дьявольское ядро из тела этой дьявольской обезьяны, и она, казалось, потеряла большую часть своей кровяной сущности, но ее тело все еще было чрезвычайно мощным. Все его кости, сухожилия и связки были чрезвычайно ценными материалами, которые можно было использовать для обработки инструментов. Однако Хань Ли взял с собой этот труп не ради изготовления инструментов. Вместо этого он хотел извлечь истинную кровь гигантской горной обезьяны, содержащуюся в теле дьявольской обезьяны. Видя, что труп уже до такой степени высох, он не был уверен, сможет ли он на самом деле извлечь из него хоть часть истинной духовной крови, но он мог только изо всех сил пытаться сделать это. Для обычных культиваторов добыть истинную духовную кровь было довольно проблематичной перспективой. Однако это не было проблемой для Хань Ли, который культивировал 12 пробуждающих трансформаций. Пока истинная духовная кровь, которую он пытался извлечь, принадлежала к одной из 12 трансформаций, он мог использовать секретную технику, которая была заключена в этом искусстве культивации для насильственного извлечения истинной духовной крови из тела духовного зверя. Конечно, количество и уровень чистоты извлеченной истинной духовной крови зависели от того, какую часть родословной истинного духовного существа унаследовал данный духовный зверь, а также от того, насколько могущественным было духовное животное. В конце концов, даже если духовный зверь унаследовал лишь очень небольшую часть родословной истинного духовного существа, он мог бы повысить частоту истинной духовной крови в своем теле, прогрессируя в совершенствовании. Среди истинных духовных кровей, которые он уже получил, самой чистой, естественно, была истинная кровь Кун-Пен из расы Тянь-Пен, в то время как истинная кровь пятицветного павлина была той, которую он получил наибольшее количество. На другом конце спектра истинный дракон и истинные духи небесного феникса были кровью тех, которых он добыл в наименьшем количестве. Эти две истинные духовные крови были те, которые ему удалось получить по воле случая,
и они были извлечены из тел простых культиваторов стадии божественной трансформации из двух истинных духовных семейств, поэтому уровень чистоты не был очень высоким. Среди истинных духовных существ истинные драконы и небесные фениксы занимали намного больше места, чем Кунпен и пятицветный павлин, но его превращения в последних двух существ были намного сильнее, чем у первых. Кроме того, среди всей информации, которую Хань Ли почерпнул из духовного чутья прошлого великого старейшины расы Кунпена, информация, касающаяся трансформации Кунпена, а также других трансформаций птичьего типа, была гораздо более обширной по сравнению с другим типом трансформаций. Таким образом, Хань Ли редко когда-либо использовал свое истинное превращение в дракона и небесного феникса. Вместо этого в битве преимущественно использовал трансформации Кунпена и пятицветного павлина. Дьявольская обезьяна, которую убил Хань Ли, была существом на средней стадии интеграции тела, поэтому, даже если у нее почти не осталось эссенции крови, истинная духовная кровь в ее теле, несомненно, будет чрезвычайно чистой. Поэтому Хань Ли, естественно, очень этого ждал. В этот момент у Хань Ли уже были закрыты глаза, и он что-то напевал, беспрерывно щелкая 10 пальцами в сторону массивного трупа перед ним. Печати заклинаний разного цвета слетели с кончиков его пальцев и исчезли в трупе, а затем над телом начали появляться огни разного цвета. В то же время из высушенного трупа начали появляться руны разных размеров, и по мере того, как пение Хань Ли становилось все быстрее и быстрее, весь труп был окутан слоем света, как если бы на него была накинута яркая красочная вуаль. Внезапно Хань Ли открыл глаза и крикнул: «Встань!». Духовный свет вспыхнул по всему телу и медленно поднялся в воздух. Затем последовала странная сцена. Пелена яркого света вокруг трупа резко сузилась, и свет, казалось, наполнился невероятно огромной силой, когда он начал сжимать и сжимать тело среди череды трещин и хлопков. От 40 до 30 футов, а затем только до 10 футов. Примерно через 10 минут труп дьявольской обезьяны был сжат до размеров примерно 4 футов. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он положил руку себе на голову. Внезапно вспыхнул золотой и лазурный свет, после чего появилась пухлая зарождающаяся душа ростом около 3 дюймов. Как только она появилась, она сосредоточила свой взгляд на теле дьявольской обезьяны и открыла рот с улыбкой на лице. Поток лазурного пламени толщиной с человеческий палец вырвался изнутри и направился прямо к дьявольскому трупу. Глава 1662. Проекция и сегмент клинка. Как только лазурное пламя соприкоснулось с дьявольской обезьяной, разноцветный свет вокруг ее тела внезапно загорелся, тем самым погрузив высушенный труп в шар палящего пламени. В этот момент зарождающаяся душа Хань Ли также села в воздухе, скрестив ноги, и закрыла глаза, делая странную ручную печать. Физическое тело Хань Ли оставалось совершенно неподвижным, как если бы оно вошло в состояние глубокой медитации. Лазурное пламя горело 3 дня и 3 ночи по велению зарождающейся души. Даже с нынешним уровнем культивации Хань Ли в последний день ему все же стало трудно, и поток лазурного пламени стал немного тоньше. К счастью, секретная техника была наконец завершена к концу 3-го дня. Изнутри лазурного пламени прогремел взрыв, вслед за которым по воздуху разошелся столб черного дыма. Труп дьявольской обезьяны, который оставался совершенно неизменным за 3 дня до этого, внезапно превратился в ничто. На его месте был мерцающий шар размером с кулак, который парил в лазурном пламени. Зарождающаяся душа открыла глаза и посмотрела на мерцающий объект с улыбкой на лице. В то же время поток зарождающегося пламени, вырывающийся из его пасти, прекратился, после чего зарождающаяся душа исчезла во вспышке золотого и лазурного света. В следующее мгновение физическое тело Хань Ли также открыло глаза и взмахнуло рукавом. Полоска лазурного света пронеслась вперед, погасив все оставшиеся возникающие пламя и открыв объект внутри. Это был кристаллический объект, переливающийся малиновым светом. Хань Ли прищурился, щелкнув пальцем, и сильный порыв ветра вырвался вперед, ударив по алому кристаллу. Кристалл с треском разбился, и изнутри вылилась струя чрезвычайно вязкой темно-красной жидкости. Как только жидкость попала на воздух, она материализовалась в миниатюрную темно-красную обезьяну примерно в полфута высотой.
Обезьяна испустила громкий крик, и первозданная аура, поразившая даже Хань Ли, вырвалась из ее тела. Сразу после этого вспыхнул темно-красный свет, и миниатюрная обезьянка исчезла вдалеке. Однако затем сразу же раздался глухой удар от одной из стен секретной комнаты, и шар красного света врезался прямо в нее, отразившись силой и ограничения. Красный свет вернулся в форму обезьяны и тут же полетел в другом направлении, как муха без головы. Однако на этот раз Хань Ли был готов, и он перевернул руку, чтобы достать тонкий нефритовый пузырек на фоне вспышки белого света. Он подбросил пузырек в воздух, и отверстие пузыря было направлено в определенном направлении, внутри него слегка мерцал белый свет. Затем из отверстия вылетел шлейф белых нитей, заманив в ловушку миниатюрную обезьянку в воздухе, прежде чем с легкостью затянуть ее обратно в нефритовый пузырек. Затем Хань Ли поднял руку и сделал хватательное движение, втягивая в себя нефритовый пузырек издалека. Он ввел в пузырек свое духовное чутье, и несколько мгновений спустя в его глазах промелькнуло возбужденное выражение. Великолепно! Как и ожидалось, это действительно настоящая духовная кровь гигантской горной обезьяны. Подумать только, что она также обладает такой высокой степенью чистоты. Если бы я улучшил ее, полученная трансформация была бы даже более мощной, чем моя трансформация Кунпена, радостно пробормотал Хань Ли. Затем он снова сделал хватательное движение, и два талисмана, один золотой и один серебряный, появились в его руках, прежде чем были наложены на нефритовый флакон. После этого он осторожно убрал флакон с нефритом. Несмотря на то, что он добыл истинную духовную кровь, он, естественно, не мог очистить ее всю сразу. После того, как в течение последних 3 дней он израсходовал зарождающееся пламя на труп дьявольской обезьяны, он израсходовал много магической силы, поэтому сначала ему пришлось отдохнуть и выздороветь. Приняв несколько таблеток, он вытащил пару духовных камней из своего браслета для хранения перед тем, как войти в медитативное состояние. Через день он завершил свою медитацию, и его магическая сила уже полностью восстановилась. Окунувшись в обновленное изобилие магической силы в своем теле, он улыбнулся, перевернув руку, чтобы вызвать мерцающий золотой сегмент клинка длиной около полфута. Естественно, это было не что иное, как поврежденное высшее небесное сокровище, которое он получил от дьявольской обезьяны. Когда он впервые получил сокровище, у него не было возможности провести тщательное исследование, и он определенно не собирался выносить это сокровище на обратном пути в облачный город Сюань-Сянь рядом с ним. Таким образом, Хань Ли начал гладить неровные узоры и руны на поверхности сегмента клинка, и на его лице появилось задумчивое выражение. Он несколько раз пытался привнести в него свое духовное чутье, но его духовное чутье полностью оттолкнула таинственная сила, как это произошло, когда он попробовал то же самое с высшим небесным плодом. В настоящее время в сокровище вообще не было духовной ци и выглядело как кусок металлолома. Однако разрушительную мощь проявил этот самый невзрачный сегмент клинка. Если бы не тот факт, что высший небесный плод среагировал на клинок и снова стал высшим небесным мечом, он, скорее всего, погиб бы от этого сегмента клинка. Вспоминая поразительно мощную атаку, которую он развязал, Хань Ли начал тщательно осматривать его, используя свои глаза духовного прозрения. Как и ожидалось, он мог видеть прямо в сегменте клинка, используя свою способность духовного глаза, но он не смог найти ничего, кроме бесчисленных крошечных золотых рун. Хань Ли приподнял бровь, увидев это. Он не знал, всегда ли его внутренность была такой или стала такой только после того, как он вложил в нее силу своей проекции. Однако мгновение спустя он лишь беспечно улыбнулся. Для него не имело значения, как сегмент лезвия выглядел в прошлом, если он мог использовать его как один из своих козырей. Несмотря на то, что он использовал силу своей истинной дьявольской проекции, чтобы подпитать высший небесный плод во время битвы с этой дьявольской обезьяной, тем самым позволив ему начать атаку, не теряя огромного количества эссенции крови, факт, что почти половина силы его проекции была поглощена мечом, это все еще было ужасным последствием, от которого потребуется много времени, чтобы оправиться. Кроме того, высший небесный плод снова запечатался в его руке, и он все еще не мог вызвать его по своему желанию, так что кто знал, появится ли он снова в следующий раз, когда он окажется в ужасной ситуации. Он не хотел полагаться на такой ненадежный козырь в спасении своей жизни.
Этот козырь был действительно невероятно мощным и даже дважды спас ему жизнь, но это было слишком рискованно, чтобы продолжать рассчитывать на него. Для сравнения, этот сегмент клинка был значительно менее мощным, чем высший небесный меч, но именно из-за этого его использование потребовало бы гораздо меньше энергии, и, скорее всего, он мог бы использовать его по своему желанию. Имея это в виду, синий свет закрутился в глазах Ханли, и он планировал попробовать. Он подбросил сегмент золотого клинка в воздух, затем сделал печать заклинания, и во вспышке ослепительного золотого света его тело покрылось золотыми чешуйками. Сразу после этого позади него появился мерцающий золотой луч с 3 головами и 6 руками. На первый взгляд казалось, что проекция, вернулась к своему первоначальному размеру, но при более внимательном рассмотрении можно было обнаружить, что его тело было намного более нечетким по сравнению с прошлым, и золотой свет, который он излучал, также был довольно слабый. Как только появилась проекция первозданного истинного дьявола, одна из рук протянулась, чтобы схватить сегмент золотого клинка. Хань Ли глубоко вздохнул, и проекция наверху по его велению начала светиться мерцающим золотым светом. В то же время бесчисленные пятнышки золотого света возникли в воздухе поблизости, мгновенно заполнив всю секретную комнату. Хань Ли тихонько вскрикнул, увидев это, и проекция над головой мгновенно взмахнула сегментом золотого клинка по воздуху. Раздался пронзительный визг, и весь золотой свет вокруг тела проекции в безумстве устремился к сегменту клинка. В то же время пятнышки золотого света в воздухе задрожали, образуя серию золотых рун разного размера. Затем эти руны также устремились к сегменту клинка, как если бы они были вызваны, а затем бесследно исчезли в нем. Таким образом, весь сегмент клинка был залит ослепительным золотым светом, и пронзительный визг также внезапно прекратился. К этому моменту проекция немного уменьшилась в размерах. В следующее мгновение золотой свет вокруг сегмента клинка исчез, и отсутствующая верхняя половина лезвия вернулась, тем самым временно восстановив оружие. Кроме того, на его поверхности также появились 3 тусклые золотые руны. Хань Ли взглянул на золотой клинок в воздухе и почувствовал исходящее от него удивительное духовное давление, а также его магическую силу, быстро выходящую из его тела, но на его лице появился намек на восторг. Как и ожидалось, он действительно мог использовать свою проекцию, чтобы управлять этим сокровищем. Несмотря на то, что часть его духовной силы и мощности его проекции все еще были поглощены, поглощенное количество было в пределах приемлемого диапазона для Ханьли. Внезапно его глаза сузились, и он посмотрел на 3 золотые руны на клинке. Было совершенно ясно, что эти 3 руны были того же типа, что и руны на высшем небесном мече. Это текст золотой печати. Как и ожидалось, это действительно сокровенное небесное сокровище, пробормотал Хань Ли про себя, но это открытие его не слишком удивило. Однако затем он внезапно, казалось, что-то почувствовал и внезапно обратил внимание на свою золотую проекцию. Там он обнаружил, что, хотя золотой свет, исходящий от проекции, не устремился к клинку так быстро, как в прошлом, все еще были следы его медленного проникновения в золотой клинок. Оказалось, что как только это поврежденное высшее небесное сокровище принимает свою первоначальную форму, оно постоянно поглощает существенную силу его проекции. Хань Ли был несколько ошеломлен, увидев это, и его брови нахмурились, когда он сразу же указал пальцем на проекцию. Проекция немедленно высвободила золотой клинок из его хватки по его велению, после чего 2 группы его чистых лиц в унисон открыли рты, выпустив порывы золотого ветра, которые мгновенно охватили золотой клинок. С оглушительным грохотом верхняя половина клинка была унесена ветром, рассыпавшись на частички золотого света, которые полетели обратно к проекции. После поглощения этих пятнышек золотистого света проекция слегка увеличилась и вернулась к своему первоначальному размеру. Тем временем золотой клинок вернулся в свою незавершенную форму и упал сверху вниз. Хань Ли махнул на него рукой, и во вспышке золотого света сегмент клинка растворился в воздухе. Это поврежденное высшее небесное сокровище определенно было достаточно мощным, чтобы его можно было рассматривать как новый козырь, поэтому ему, естественно, приходилось хранить его осторожно. Таким образом, Хань Ли получил 2 чрезвычайно драгоценных сокровища подряд и, естественно, был очень доволен. Однако это были не единственные плоды, которые он собрал с золотых горных дьявольских хребтов.
После короткой паузы Хань Ли пошевелил рукавом, и еще два предмета вылетели изнутри, осев прямо перед ним. Глава 1663. Глазурованная водяная бусина и интегрированная гора пяти крайностей. Один из них сиял золотым светом, а другой излучал слабое белое сияние. Это были не что иное, как синяя бусина и белая нефритовая шкатулка. Два предмета неподвижно парили в воздухе перед ним. Хань Ли поднял руку, чтобы вытащить синюю бусину, и обнаружил, что объект был полупрозрачным и чрезвычайно гладким, как если бы он был сделан из полированного стекла. Истекающая из него духовная ци с чистым элементом воды, казалось, указывала на то, что это было сокровище с чистым элементом воды. Он зажал бусину между двумя пальцами и снова исследовал ее своим духовным чутьем, а также своими духовными глазами. Спустя некоторое время ему внезапно пришла в голову мысль, и на его лице появилось своеобразное выражение. Неужели это тот легендарный объект? Хань Ли пробормотал себе под нос, и лазурный свет вспыхнул из двух его пальцев, посылая вспышку чистой духовной силы в бусину. Духовный свет закрутился вокруг поверхности бусинки, и из нее вырвалась вспышка голубого водянистого света. Сразу после этого синий свет превратился в чрезвычайно тонкую кристаллическую пленку воды, которая полностью окутала тело Хань Ли внутри. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он увидел это, и он немедленно открыл рот, чтобы испустить полосу лазурного света, которая мгновенно ударила по водной преграде. После металлического лязга лазурный свет был отражен и оказался маленьким лазурным мечом длиной в несколько дюймов. Словно меч ударил неприступную крепость и не смог оставить ни единой царапины на водной преграде. Учитывая, насколько острыми и разрушительными были его лазурные облачные мечи, Хань Ли, естественно, был чрезвычайно удивлен этим достижением. На его лице появилось недоверчивое выражение, когда он воскликнул: «Это глазурованная водяная бусина». Однако в следующее мгновение он собрался силами и открыл рот, чтобы снова проглотить лазурный меч, а затем указал пальцем на водную преграду вокруг него. Во вспышке красного света с кончика его пальца вылетел шар малинового пламени размером с яйцо, прежде чем беззвучно ударился о водную преграду. Как только он соприкасался с преградой, огненный шар немедленно гасился, не имея возможности раскрыть какую-либо свою силу. Хань Ли приподнял бровь, проводя рукавом к водной преграде, и раздался ясный крик, после чего из его рукава вылетел серебристо-белый огненный ворон. Огненный ворон облетел вокруг Хань Ли, затем расправил крылья и устремился прямо к водной преграде. Серебряное пламя и синий свет переплелись с глухим ударом, после чего обе стороны задрожали, и огненный ворон был отброшен. Оказалось, что даже его огненный ворон не мог ничего сделать с этим водным барьером за короткое время. Нет никаких сомнений в том, что это действительно глазурованная водяная бусина. Пробормотал Хань Ли про себя и снова взмахнул рукавом, чтобы убрать серебряного огненного ворона. Затем он посмотрел на бусину в своей руке, и глаза его горели обжигающим взглядом. Однако через несколько мгновений фанатизм в его глазах постепенно исчез. Жалко, что я не использую искусство культивации элемента воды, поэтому я смогу использовать ее только как обычное сокровище. В противном случае, если бы я мог улучшить эту бусину и медленно поглотить ее, я бы смог, чтобы достичь легендарного глазурованного водяного тела, вздохнул Хань Ли с крайне разочарованным выражением лица. Если бы он достиг глазурованного водяного тела, он смог бы добиться значительно более быстрого прогресса при использовании любого искусства культивации элемента воды. Стоит сказать, что достижение этой конституции могло даже позволить ему овладеть определенной водной областью, которая была наполнена силой законов неба и земли. Это было сокровище, которое будет чрезвычайно востребовано даже существами на стадии интеграции тела. Хань Ли махнул рукой, и синий свет, исходящий от бусинки, сразу же погас. Водная преграда поблизости превратилась в поток водянистого света и была поглощена бусиной в его руке, и он сел на это место с задумчивым взглядом. Внезапно ему в голову пришла мысль, и его глаза тут же загорелись. Он сделал печать заклинания, и расплывчатая белая тень вылетела из его талии, трансформируясь в белую змею длиной около фута. Это была не что иное, как разумная марионетка, которую Хань Ли назвал куклой.
Из-за того, что эта марионетка обладала только силой стадии пространственного закаливания, она не была бы очень полезной во время его битв в Золотых горных дьявольских хребтах, поэтому Хань Ли не призывал ее все это время. В конце концов, он ценил эту марионетку больше за ее духовную природу и потенциал для дальнейшей эволюции, поэтому он не хотел повредить ее, если этого вообще можно было избежать. Имея это в виду, Хань Ли начал что-то повторять, указывая пальцем на марионетку. Белый свет вспыхнул от тела змеи, и она превратилась в красивую женщину. Женщина осторожно спустилась сверху, сосредоточив взгляд на Хань Ли. Однако он был совершенно невыразительным, из его тела исходил поток белой ледяной ци, из-за чего она выглядела так, словно полностью была построена из высшего льда. Хань Ли почувствовал удивительную ледяную ци, исходящую от тела женщины, а затем взглянул на синюю бусину в руке с нерешительным выражением лица. Сила элемента льда проистекает из силы элемента воды. Интересно, будет ли полезно заставить эту разумную марионетку с элементом льда носить эту глазурованную бусину воды в течение продолжительных периодов времени, пробормотал Хань Ли. После недолгого колебания он, наконец, принял решение и бросил голубую бусину в сторону марионетки. Глазурованная водяная бусина превратилась в шар голубого света, который полетел прямо к женщине, и, не успев достигнуть марионетки, к ней устремился поток чрезвычайно чистой духовной ци элемента воды. Как ни странно, после соприкосновения с этой богатой духовной ци деревянное выражение лица куклы внезапно слегка пошевелилось, и она отвела свое внимание от Хань Ли, вместо этого сосредоточив свой взгляд на приближающейся бусинке. Внезапно она открыла пасть, выпустив вспышку белого света, которая мгновенно охватила бусину и втянула ее в рот. Слой синего света внезапно покрыл бледное лицо куклы, и ее брови даже слегка нахмурились, что было довольно гуманным проявлением дискомфорта. Однако его выражение затем быстро смягчилось, и синий свет на ее лице исчез, и она вернулась к своему деревянному невыразительному «я». Хань Ли, естественно, оценивал куклу все это время и, увидев это, погладил подбородок, но не был слишком разочарован. Даже если бы кукла могла извлечь выгоду из глазурованной водяной бусины, не было никакой возможности, чтобы эти преимущества проявились в короткие сроки. Но даже в этом случае он не сразу убрал разумную марионетку. Вместо этого он указал на каменную дверь своей секретной комнаты и приказал: «Я должен продолжать культивировать в уединении. Ты можешь оставаться в пещере и присматривать за моим садом лекарственных растений вместо меня». Марионетка не обладала высокой духовной природой, но, естественно, понимала такие простые приказы. Более того, только если регулярно держать разумную марионетку поблизости, а не хранить ее где-нибудь, была вероятность того, что ее духовная природа со временем будет развиваться. Это было очень похоже на воспитание духовных зверей. Кукла молча кивнула и пролетела через каменную дверь, как призрак. Оказалось, что ограничение, наложенное Хань Ли, вовсе ей не препятствовало. Хань Ли как раз собирался снять ограничение, чтобы позволить кукле уйти, но, увидев это, его лицо дрогнуло. В то же время он с нетерпением ожидал увидеть, какой станет эта разумная марионетка после того, как задействует весь свой эволюционный потенциал. После этого он бросил взгляд на нефритовую коробку, парящую в воздухе. По всей нефритовой коробке было наклеено несколько ограничивающих талисманов, и все они переливались духовным светом. Брови Хань Ли слегка нахмурились, и он наложил печать заклинания, которая мгновенно исчезла в нефритовой коробке. Духовный свет начал кружиться по ее поверхности, после чего ограничивающие талисманы беззвучно снялись. Крышка коробки слетела сама по себе, и изнутри вырвался шар серебряного света, немедленно улетев прочь. Однако Хань Ли был готов к такому сценарию, и лазурный свет вспыхнул из другой его руки, и он сделал хватательное движение. Полоска серебряного света была мгновенно обездвижена взрывом огромной невидимой силы, а затем насильно привлечена к Хань Ли и оказалась белым нефритовым значком. По всей поверхности нефритового талисмана сверкало множество серебряных рун, и это была не что иное, как внешняя страница золотого нефритового фолианта, которую Хань Ли достал из багряного ложа дьявольской обезьяны. На этой странице была записана техника изготовления инструментов, известный как техника изготовления высших небесных инструментов. Все включенные в нее техники были слишком необычными для Хань Ли, чтобы пытаться использовать их с его нынешним уровнем культивации,
но на самом деле у него не было возможности хорошенько взглянуть на нее. Теперь, когда он вернулся в свою пещерную резиденцию, ему, естественно, пришлось внимательно изучить ее, чтобы увидеть, сможет ли он почерпнуть из нее какие-то полезные идеи. Хань Ли схватился за нефритовый талисман и прижал его к колбу, затем проникнув в него своим духовным чутьем. После этого он закрыл глаза, и его тело замерло. Время шло медленно, и Хань Ли оставался в этом состоянии очень долго. По прошествии более половины дня его тело, наконец, слегка пошевелилось, и он открыл глаза, обнаружив намек на остаточный шок глубоко в его зрачках. Интегрированная гора 5 крайностей. Я не могу поверить, что существует техника усовершенствования, который может объединить 5 высокоранговых божественных духовных сокровищ в одно. Это абсолютно невероятно. Если этот метод действительно осуществим, пока у меня будет достаточно времени и денег, я действительно мог бы, возможно, усовершенствовать искусственное высшее небесное сокровище. Но опять же, собрать 5 высокоранговых божественных духовных сокровищ даже для всей обычной расы не очень вероятно. Изготовить 5 сокровищ такого высокого ранга нереально, но если я смогу изготовить хотя бы 2 и соединить их вместе, полученное сокровище все равно будет невообразимо могущественным, пробормотал Хань Ли с задумчивым выражением лица. Оказалось, что в заключительном разделе этой техники были включены определенные методы, с помощью которых когда-то можно было изготавливать искусственные сокровенные небесные сокровища. Все остальные методы требовали материалов, которые либо было невозможно найти в мире духов, например, закаленных звезд, либо материалов, о которых Хань Ли даже не слышал. Только материалы и метод обработки, необходимые для изготовления этой интегрированной горы 5 крайностей, казались жизнеспособными в мире духов. Для этой техники нужно было хотя бы быть на стадии интеграции тела, а материалы, необходимые для изготовления этого сокровища, были настоящими горами. Конечно, это не могла быть просто гора. Это должны были быть горы, обладающие несколькими редкими элементами и особыми способностями. Гора эссенции божественного света оказалась одной из них. Конечно, гора эссенции божественного света, которой он владел, все еще не могла сравниться с той, которая была указана на нефритовой странице. Ему пришлось добавить в нее множество драгоценных материалов, а затем обработать его особым методом в течение длительного периода времени, что значительно увеличило мощь горы. В любом случае, у него был один из основных материалов, необходимых для использования этого метода, вот почему ему так хотелось его изучить. Что касается других 4 гор, одна из них должна была содержать огромное количество высшей северной эссенции свет, и гора эссенции Великого Севера соответствовала этому критерию. Хань Ли глубоко задумался, держа нефритовый талисман в руке. У Хань Ли уже было высшее небесное сокровище и поврежденное высшее небесное сокровище, поэтому он не должен был сильно интересоваться созданием искусственного высшего небесного сокровища. Однако одной из способностей интегрированной горы 5 крайностей было то, что она могла нивелировать почти наполовину силу молниеносных трибуляций. Глава 1664. Упущенная блестящая возможность. Даже если он не сможет собрать все 5 гор, очистка 2 или 3 из них все равно поможет ему противостоять силе его будущих молниеносных трибуляций. В настоящее время он уже был культивацией на стадии пространственного закаливания, поэтому ему приходилось преодолевать великие небесные трибуляции каждые 3000 лет. Период времени между невзгодами, казалось, был увеличен, но главные небесные трибуляции невзгоды были гораздо более разрушительными, чем незначительные небесные трибуляции, с которыми приходилось иметь дело культиваторам божественной трансформации и зарождающейся души. Для большинства культиваторов стадии пространственного закаливания они, как правило, могли безопасно преодолеть свою первую серьезную небесную трибуляцию, но уровень смертности начинал расти с каждым последующим большой небесной трибуляцией. Те, кто смог достичь своих 4-х или 5-х великих небесных трибуляций, были старыми монстрами, жившими более 10 тысяч лет, но даже среди них было лишь 20% существ, которые смогли бы преодолеть эти трибуляции. Что касается великих небесных трибуляций после 5-й, смертность превышала 70%. Было сказано, что с тех пор, как человеческая раса появилась в мире духов, не было ни одного культиватора пространственного закаливания, которому удалось преодолеть 9 великих небесных трибуляций.
Все существа, преодолевшие 9 или более великих небесных трибуляций, были культиваторами на стадии интеграции тела или выше. Даже существа на стадии пространственного закаливания, которые были намного более могущественными, чем другие существа того же ранга, несомненно, погибали, если не смогли достичь стадии интеграции тела до своей 9-й главной небесной трибуляции. Конечно, это было применимо только к культиваторам. Что касается демонических культиваторов стадии метаморфозы, то их положение было очень похоже на положение человечества, когда дело доходило до небесных трибуляций. Однако из-за различий в продолжительности жизни, используемых искусствах культивации и присущих способностях существ разных рас, интервалы между небесными невзгодами и степень разрушительности этих невзгод сильно различались. Стоит сказать, что для чужеземных существ, которые по своей природе были намного более могущественными, чем люди, их трибуляции приходили только раз в 10 тысяч лет, но их свирепости также намного превышала жестокость небесных трибуляций, испытываемых культиваторами. Были также некоторые существа с гораздо более короткой продолжительностью жизни, чем даже люди, и их небесные трибуляции приходили раз в несколько десятилетий. Излишне говорить, что эти небесные трибуляции были гораздо менее разрушительными, чем те, которые испытали культиваторы. После достижения стадии интеграции тела каждая крупная небесная трибуляция становилась гораздо более опасной, чем на стадии пространственного закаливания. Каждая крупная небесная трибуляция в тот момент была, по сути, испытанием жизни и смерти, и те, кто не прошел, погибали, в то время как те, кто прошел, выживали и испытали небольшие подъемы в их базах культивации. Были даже некоторые особые случаи, когда существа прорывались через свои узкие места во время молниеносных трибуляций. Таким образом, существа на стадии интеграции тела или выше очень редко проявляли себя, если не было чрезвычайно важных дел, которыми они должны были заниматься. Почти все их время было посвящено культивации и подготовке к следующему испытанию жизни и смерти. Конечно, великие небесные трибуляции не состояли исключительно из молний, но одно можно было сказать наверняка: молнии были включены и были основными составляющими всех великих небесных трибуляций. Таким образом, способность интегрированной горы 5 крайностей сдерживать мощь молниеносных трибуляций была, естественно, чрезвычайно полезной. Если бы он смог изготовить такое сокровище, он существенно увеличил бы свои шансы на успешное преодоление будущих трибуляций. Однако, если не считать горы эссенции божественного света, которой Хань Ли уже обладал, он понятия не имел, где найти другие 4 горы. Кроме того, помимо этих 4 чрезвычайно мощных гор, все вторичные материалы, которые нужно было влить в эти горы, также были чрезвычайно редкими. Некоторые из них были материалами, о которых Хань Ли только когда-либо слышал, но никогда раньше не видел, и это его сильно огорчало. После долгого размышления об этом в своей секретной комнате, выражение лица Хань Ли постепенно смягчилось. Он взглянул на нефритовую страницу в своей руке и достал нефритовую коробку. Он поместил страницу в коробку, затем наклеил на коробку несколько ограничивающих талисманов и убрал ее. Несмотря на то, что у него уже был метод уточнения, не было никакой гарантии, что он встретит любую из других требуемых гор в будущем. Таким образом, не было никакого смысла чрезмерно увлекаться этим сокровищем, поскольку удача, скорее всего, сыграла огромную роль в том, сможет ли он собрать все необходимые материалы. Смирившись с этим, Хань Ли еще некоторое время сидел в тишине, прежде чем, наконец, прийти в совершенно спокойное психическое состояние. После этого зашелестел рукав, и изнутри вылетел браслет. Духовный свет исходил от браслета, и шар черного света вылетел изнутри и мягко приземлился на землю. В черном свете была маленькая черная обезьянка, которая сжалась в неподвижный шар. Это был никто иной, как зверь плачущей души. После того, как обезьяна внезапно продемонстрировала необычайную силу, чтобы убить этого пещерного духа, которым обладал фрагмент души небесного дьявольского повелителя, она потеряла сознание и все еще не проснулась. Выражение лица Хань Ли немного потемнело, когда он увидел это, и он сделал хватательное движение в сторону маленького зверя. Вспышка лазурного света вырвалась из его пальцев, охватив маленькую обезьянку, прежде чем привлечь ее к себе. Глаза Хань Ли сузились, глядя на обезьяну, и серия полупрозрачных нитей вылетела из его глобели, прежде чем беззвучно впиться в тело зверя.
Чтобы установить текущее состояние зверя плачущей души, Хань Ли проявил нити со своим духовным чутьем, чтобы провести более тщательное обследование. Таким образом, кристаллические нити исчезли в теле маленькой обезьяны, но зверь плачущей души никак не отреагировал на это. Тем временем глаза Хань Ли были уже полузакрытыми, и он начал исследовать состояние зверя, используя эти нити духовного чутья. Спустя какое-то время на лице Хань Ли появилось недоверчивое выражение, когда он воскликнул «невозможно». Как могло случиться такое? Зверь плачущей души не только восстановил всю утраченную магическую силу, но и его тело стало намного сильнее, чем раньше, а магическая сила в его меридианах также стала намного более обширной. Более того, в течение периода, когда он проводил свой осмотр, тело зверя плачущей души все еще изменялось с медленной и устойчивой скоростью. Он снова собирается эволюционировать. Хань Ли с недоумением посмотрел на обезьянку. Зверь плачущей души не поглотил ничего, что могло бы привести к этим изменениям, так откуда же взялись эти улучшения? Может быть, все это как-то связано с событиями, развернувшимися в золотых горных дьявольских хребтах? Хань Ли был весьма заинтригован, но продолжил вводить больше своего духовного чутья в тело зверя плачущей души, пытаясь разобраться в его текущем состоянии. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он воскликнул: «Подожди, что это?» Я уверен, что раньше у него не было этой штуки в теле. Глубоко внутри дантяна зверя плачущей души он обнаружил бесчисленные прозрачные частицы, которые были едва видны. Эти частицы были очень незаметными, и каждая из них была всего лишь около 10-й части рисового зерна. Они не испускали никакой ауры, но были полностью окутаны пожирающим душу светом зверя плачущей души, и казалось, что они постоянно совершенствовались. Увидев это странное явление, Хань Ли почти сразу вспомнил, когда зверь плачущей души убил пещерного духа, а затем поглотил его душу. Могло ли быть так, что эти частицы были сформированы душой пещерного духа или произошли из фрагмента души небесного дьявольского повелителя? Если это так, то почему у зверя плачущей души никогда не было такой реакции на пожирание других призрачных существ в прошлом? Может быть. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и выражение его лица резко изменилось. Он поспешно манипулировал одной из духовных чувственных нитей в теле зверя плачущей души, чтобы обернуть одну из частиц в его дантяне, а затем немедленно вытащил частицу из его тела. Частица, которая была извлечена из тела зверя плачущей души, была едва видна, а нить духовного чутья исчезла в мгновение ока, когда Хань Ли торжественно указал пальцем на частицу. Лазурная нить вылетела из кончика его пальца, плотно привязавшись к частице, прежде чем протянуть ее прямо под глазами Хань Ли. Яркий синий свет вырвался из его зрачков, когда он максимально активировал свои глаза духовного прозрения, а затем оценил частицу интенсивным немигающим взглядом. Спустя какое-то время Хань Ли выдохнул, перевернув руку, чтобы достать нефритовый пузырек размером с большой палец. Лазурная нить качнулась и забрала полупрозрачную частицу в маленький пузырек, после чего пузырек мгновенно исчез. После этого Хань Ли быстро взмахнул рукавом, и браслет духовного зверя, который парил в воздухе, испустил вспышку духовного света, которая втянула зверя плачущей души обратно в браслет. Затем Хань Ли убрал сокровище, поднялся на ноги и поспешно покинуть свою секретную комнату. Почти сразу после того, как он вышел из-за каменной двери, Хань Ли передал кукле инструкцию, прося ее присмотреть за пещерной резиденцией. Сразу после этого он пролетел по воздуху полоской лазурного света, в считанные секунды появившись за пределами своего пещерного жилища. Затем он быстро спустился к подножию горы, прежде чем поймать запряженную зверем повозку и приказать водителю отвезти его в центр города. В течение следующей дюжины дней Хань Ли посетил все магазины облачного города, в которых продавались фолианты, и выборочно купил большое количество фолиантов, на которые он никогда не обращал внимания в прошлом. Эти фолианты охватывали огромное количество тем, некоторые из которых подробно рассказывали об искусстве культивации и секретных техниках, а другие были просто общими книгами, в которых были представлены все типы странных предметов и необычных событий. Забрав все эти фолианты обратно в свою пещерную резиденцию, Хань Ли немедленно начал их читать с поразительной скоростью, как будто пытался найти что-то в них.
По прошествии целой ночи он вышел из секретной комнаты с разочарованным выражением лица. Затем он снова покинул свое жилище в пещере и купил еще одну большую партию томов со всего облачного города. Таким образом, прошло 5 или 6 дней, и Хань Ли повторял этот процесс день за днем. Количество томов, которые он купил, и количество духовных камней, которые он потратил на них, достигли поразительных сумм. Однако, вернувшись из очередного похода по магазинам фолиантов, Хань Ли поднял устаревший нефритовый талисман, сидя в своей секретной комнате, и когда он вложил свое духовное чутье в него, на его лице внезапно появилось приподнятое выражение. «Я нашел это». Эссенция истинного Кирина действительно не очень известна, но я знал, что в некоторых древних фолиантах есть записи о ней, пробормотал Хань Ли, снова сосредоточив свое внимание на нефритовом талисмане. Таким образом, Хань Ли сидел неподвижно, казалось, полностью поглощенный нефритовым значком в своей руке. Спустя некоторое время он тяжело вздохнул, прежде чем бросить нефритовый значок на землю с чрезвычайно удрученным выражением лица. Как такое может быть? Я не могу поверить, что упустил такую блестящую возможность. Хань Ли печально вздохнул. Затем он перевернул руку, чтобы достать небольшой пузырек с полупрозрачной частицей. После снятия крышки флакона полупрозрачная частица медленно вылетела изнутри и зависла над отверстием флакона. Хань Ли оценил, казалось бы, обычную частицу, и на его лице появилась кривая улыбка. Глава 1665. Эксцентрик Сюй. Согласно информации, которую он почерпнул из нефритового талисмана, эта так называемая эссенция истинного Кирина действительно существовала, и она была сформирована из пучка хаотической ци, появившейся во время рождения истинных духовных существ. Если бы нормальное существо съело его, оно бы ощутило невероятные преимущества. Эссенция не могла позволить человеку развиться в истинное духовное существо, но она могла полностью трансформировать их тело и радикально улучшить их базу культивации. Вполне возможно, что существа на стадии пространственного закаливания, которые поглотили его, могли перейти прямо к стадии интеграции тела. Принимая во внимание, насколько редкими были истинные духовные существа в мире духов, этот тип истинной духовной эссенции, естественно, также был чрезвычайно редок. Более того, некоторая часть этой истинной духовной эссенции уже была обнаружена и использована могущественными существами из разных рас, поэтому эта субстанция была еще более редкой, чем сами истинные духовные существа в мире духов. Согласно информации на нефритовом талисман, истинная духовная эссенция изначально существовала в газообразной форме, но из-за того, что вещество содержало огромное количество необходимой энергии, живые существа не могли очистить ее за короткое время после потребления. Таким образом, по прошествии определенного периода времени истинная духовная эссенция формировалась в кристаллические частицы в теле живого существа, которое ее поглотило. Эти частицы содержали истинную силу эссенции, и, в зависимости от конституции их потребителей, требовалось от нескольких десятилетий до нескольких столетий, прежде чем она сможет быть действительно очищена. Хань Ли был в восторге после прочтения этой части, но остальная информация на нефритовом талисмане была подобна ведру с холодной водой на голову. Было сказано, что после преобразования в кристаллические частицы истинная духовная эссенция уже была бы полностью усвоена потребителем, поэтому никто другой не мог ее поглотить и усовершенствовать. Если бы кто-то другой, кроме первоначального потребителя, попытался бы насильно поглотить существенную энергию этих частиц, частицы просто распались бы и растворились. Было даже дополнительное примечание, в котором говорилось, что этот тип ассимиляции был чрезвычайно полным, что означало, что не было никакого способа обратить его вспять, и было приложено предупреждение для тех, кто получил эту важную силу, чтобы помнить об этом. Хань Ли, естественно, полностью обезумел, увидев это. Он тупо уставился на частицу, вылетевшую из маленького пузырька, и в его глазах появилось сложное выражение. Спустя долгое время Хань Ли наконец принял решение. Информация на этом нефритовом талисмане не обязательно может быть точной, я должен попробовать это на себе, несмотря ни на что. Таким образом, он сделал печать заклинания одной рукой, указывая пальцем на полупрозрачную частицу, и лазурная нить вылетела вперед, мгновенно охватив частицу. Затем Хань Ли наложил несколько печатей заклинаний на лазурную нить,
и частица внутри нее начала окрашиваться в разные цвета. Вначале он был полностью прозрачным, но затем он приобрел слабый красный оттенок и постепенно стал угольно-черным. В конце концов, он превратился в мерцающий золотой цвет после вспышки духовного света. Глаза Хань Ли сузились, увидев это, и он сразу же переключился на другую ручную печать. Затем в воздухе вокруг золотой частицы появилось множество рун, и они мгновенно образовали миниатюрную формацию с частицей в самом центре. После этого Хань Ли открыл рот, чтобы извергнуть поток лазурного зарождающегося пламени, который мгновенно растворился в миниатюрном построении. Раздался глухой удар, и все руны формации начали светиться ослепительным светом, а зарождающееся лазурное пламя легко соединилось в единое целое с формацией. В следующее мгновение струйки лазурного пламени появились по всей формации, окутав золотую частицу и начав процесс очистки. Первоначально частица оставалась совершенно неподвижной, но со временем золотой свет на ее поверхности начал колебаться, и он становился все ярче, издавая низкий жужжащий звук. Сердце Хань Ли ушло в пятки при виде этого, и прежде чем он успел переключиться на другую ручную печать, из формации раздался глухой удар. Золотая частица внезапно исчезла, и на ее месте появилось облако золотого тумана размером с яйцо. Туман закрутился, когда изнутри раздался удивительный гул, похожий на раскат грома, после чего он резко расширился до размеров примерно 10 футов и только продолжал расширяться. Лазурное пламя вокруг него было мгновенно разорвано, и золотой туман беспорядочно вспыхивал, явно полностью потеряв контроль и собираясь взорваться в любой момент. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, и он подумал об ужасающей силе, заключенной в частице, и одна из его рук внезапно стала угольно-черной, и он сделал хватательное движение к частице. Серый свет вырвался из кончиков его пальцев, образуя серый световой барьер, который мгновенно окутал золотой туман внутри него. Сразу после этого раздался глухой ракочущий звук, когда золотой и серый свет переплелись друг с другом. Затем эссенция божественного света начала беспорядочно вспыхивать, как будто он вот-вот разорвется на части в любой момент, и Хань Ли был совершенно не способен подавить силу золотого тумана. В глазах Хань Ли промелькнуло испуганное выражение, и его тело отскочило назад к углу секретной комнаты. В то же время он взмахнул рукавом, и впереди появился небольшой кристаллический щит. Щит увеличился до нескольких десятков футов в мгновение ока, и не успел Хань Ли принял все эти меры, как эссенция божественного света взорвалась, и изнутри вырвались бесчисленные лучи золотого света. Сердце Хань Ли немедленно ушло в пятки при виде этого, и он мгновенно излил столько магической силы, сколько мог, в гигантский щит перед ним. В то же время его тело вспыхнуло золотым светом, и его кожа покрылась золотыми чешуйками. У него не было выбора, кроме как противостоять силе этого взрыва, и что касается того, сможет ли его секретная комната или даже вся его пещерная резиденция осталась нетронутой после этого, это было то, что было известно только небесам. Однако затем последовала неожиданная сцена. Преодолев серый световой барьер, золотой туман перестал набухать или взрываться. Вместо этого он резко взмыл вверх в виде столба золотого света, пронзив ограждение и потолок, как горячий нож сквозь масло. В потолке мгновенно образовался проход радиусом примерно полфута, и золотой столб света исчез в мгновение ока. Хань Ли поднял глаза с удивленным выражением лица и обнаружил, что солнечный свет светит в секретную комнату из дыры в потолке. Сразу после этого в воздухе над землей прогремел сокрушительный взрыв, и вся ци мирового происхождения вокруг всей горы начала бурно подниматься и бурлить. Губы Хань Ли дернулись, и он поднял руку, чтобы бросить белую печать заклинания в отверстие в потолке, и отверстие начало закрываться с большой скоростью среди вспышек белого света, полностью восстанавливаясь в мгновение ока. После этого Хань Ли вылетел из секретной комнаты в виде полоски лазурного света, и он появился в воздухе над своим пещерной резиденцией после нескольких вспышек. Он поднял голову, чтобы взглянуть в небо, и его брови слегка нахмурились, глядя на зрелище перед ним. В воздухе наверху завывали яростные золотые порывы ветра. Под этими порывами золотого ветра появилось бесчисленное количество пятнышек пятицветного света, которые сходились со всех сторон, создавая совершенно необычное зрелище. Увидев это, лицевые мышцы Хань Ли судорожно сжались. Слава богу, он не проглотил частицу, чтобы усвоить ее в желудке. В
противном случае он, скорее всего, уже был бы разнесен вдребезги. Конечно, такое массовое волнение, естественно, насторожило и других культиваторов, живущих на Духовной горе. Таким образом, духовный свет вспыхнул по всей горе, и многие существа появлялись одно за другим. Некоторые собрались вместе со своими знакомыми, и все они указывали на явления, происходящие наверху во время оживленных бесед друг с другом. Брови Хань Ли нахмурились, и он также оценил порывы свирепых золотых ветров снизу, изо всех сил пытаясь придумать хороший предлог для объяснения ситуации, если кто-то должен прибыть и расследовать ситуацию. Как раз в этот момент из определенной части горы духов внезапно раздался взрыв сердечного смеха. Ха-ха, кто здесь экспериментирует с новой секретной техникой? Подумать только, он собрал столько первозданной мирской ци, причем такой высокой частоты. Я закаливаю сокровище, которое требует огромного количества первозданной мирской ци в качестве катализатора, так что это избавит меня от многих проблем. Как только голос затих, полоска багрового света вырвалась снизу и врезалась головой в золотые ветры наверху. Внезапно палящее пламя вспыхнуло примерно на 10 футов из полоски малинового света, образуя малинового огненного змея длиной более 100 футов. Огненный змей с громким грохотом выпустил из пасти огромное пространство мерцающего красного света, и удивительные золотые ветры в небе были полностью унесены этим красным светом всего за несколько вдохов. К этому моменту малиновый змей уже разросся до более чем 200 футов в длину и с хриплым смехом превратился в человекоподобную фигуру примерно 10 футов высотой во вспышке красного света. Фигурой оказался пожилой мужчина лет 60 с грубыми чертами лица и седой шевелюрой. Мужчина был одет в пурпурную мантию и с восхищением оценивал предмет в руке. Это была малиновая тыква примерно в полфута высотой, на ее поверхности были выгравированы два мерцающих красных изображения, одно из которых было огненным шаром, а другое — злобным змеем. Образ змея был полностью идентичен только что появившемуся огненному змею. Что? Это эксцентрик Сюй. Когда вернулся этот старый монстр, он кажется даже более могущественным, чем был раньше. При виде человека в пурпурной мантии многие из чужеземных существ внизу взволновались, и многие из них, казалось, узнали его. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, прежде чем направить свое духовное чутье на пожилого человека, обнаружив, что это было существо на поздней стадии пространственного закаливания. На Духовной горе, где не проживали существа стадии интеграции тела, существо его уровня культивации действительно было довольно грозным. Однако уровня культивации такого калибра было недостаточно, чтобы вызвать такую настороженную реакцию всех присутствующих существ в стадии пространственного закаливания, поэтому Хань Ли чувствовал себя немного озадаченным. Однако, видя, что явление, созданное этой важной частицей, было устранено, не привлекая слишком много внимания, Хань Ли, естественно, вздохнул с облегчением. Таким образом, он вернулся в свою пещерную резиденцию в виде полоски лазурного света. По возвращении он отремонтировал поврежденное ограждение в своей секретной комнате, а затем снова сел, скрестив ноги. Он поднял руку, и из его рукава внезапно вырвалась полоска черного света, и зверь плачущей души снова появился перед ним. Хань Ли долго тупо смотрел на зверя, прежде чем, наконец, тяжело вздохнул.